Всем привет, дорогие друзья! И это первое разговорное видео на этом канале, к которому я не готовился, не писал тексты, не ставил суфлер, а просто хочу рассказать о том, как я совершенно недавно работал тьютором. Это тянулось, ребята, неделю, где вот это вот все. Это дизайн-качалка. Работать, научиться. Страждущие. Те, кто хотят устроиться, хватаются за любую возможность. И чтобы они не думали о деньгах в этот момент. Очень сложно, выбирая пидора дня, думать о деньгах. Минуточку внимания, я расскажу вам о самом большом сборнике бесплатных курсов и уроков. Там собрано более 500 материалов от топовых онлайн-школ. Вот, например, интенсив по Data Science. Там есть материалы по фигме, сторителлингу, редактуре, маркетингу, брендингу, 3D и прочим дисциплинам. Или вот 54 урока по питону. Для тех, кто никак не может начать. Рассказывают все, начиная с установки программы. Бери и делай, так и поймешь, нравится тебе это или нет. А если нравится, через этот же агрегатор можно взять курсы от популярной школы со скидкой до 10%. Ссылка будет в описании. А мы продолжаем. Во-первых, когда я говорю курсы, я имею в виду не какие-то курсы кройки и шитья, какие-то психологические курсы. Я говорю о традиционных IT-курсах, рекламу которых мы постоянно слышим со всех сторон. Почему еще буквально несколько лет назад о них никто ничего не слышал, хотя они были? Вот, например, специалист при МГТУ имени Баумана. Я там проходил курс по дизайну лет 10 назад. То есть курсы были давно, но массово они появились недавно. И вот это вот давление на нас со всех сторон появилось недавно. Ну, во-первых, большинство клиентов, которые традиционно с 90-х годов работали в России, обеспечивали производство, рабочие места и, самое главное, рекламные бюджеты, они из России ушли. С уходом клиентов, конечно, бюджет на рекламные кампании уменьшился. И когда мне говорят, ну знаешь, а Макдональдс-то не ушел, ведь у нас же есть вкусная точка. Оно как бы поменялось, но и бюджет рекламный уменьшился. Вы где-то видели сейчас, чтобы была массовая реклама Макдональдса? Ну и все студии, которые привыкли к этим большим клиентам, они оказались немного в яме. У них уменьшились доходы. И, естественно, первое их желание было, если мы не можем работать над дизайном, над программированием, над своими основными задачами, мы можем обучать. И студии, агентства массово переквалифицировались в школы и курсы. Теперь у каждого практически уважающего себя агентства есть свои курсы. С одной стороны, передача настоящего живого опыта от практикующих специалистов новому поколению – это замечательно, это прекрасно, к этому вопросов нет. Но, естественно, все курсы должны быть рентабельны. Эти курсы быстро поставили на коммерческие рельсы. И как это раньше было в дизайне, вот знаете, лет 10 назад в дизайне как было, что создается сайт, вот версия сайта номер 1, потом он получает премии, там работает год-два, давайте сделаем версию сайта номер 2. Вот как у Лебедева можно в портфолио посмотреть, там версия сайта 1, 2, 3 для Альфа-банка. Но чуть позже все компании пришли к тому, что разработка сайта, она должна быть непрерывная. То есть все время идут какие-то улучшения. Нет вот этих вот версий, нет отдельных тендеров на каждую версию, а есть непрерывная разработка сайта. И даже основатель Skillbox Попков это называет сервисный дизайн. Заказчик ежемесячно платит дизайн-студии какие-то деньги, и в рамках этих денег они постоянно поддерживают и улучшают сайты. И, естественно, агентства, привыкшие к этому подходу, они решили и с курсами то же самое провернуть. То есть кому нужен ученик, который пришел, за 5 месяцев, допустим, он чему-то научился и ушел, трудоустроился. Все, его нет. Для этих курсов он потерян. Самая важная задача его как-то вернуть. Поэтому многие стали придумывать что-то типа дизайн-качалки. Это вообще гениальная идея, на которой основаны самые обычные физические спортивные качалки, где вот это вот все. Очень редко, когда в спортзал можно купить проход такой единоразовый, обычно сразу предлагают полгода, год, покупая абонемент. И фишка всего этого бизнеса в том, что человек покупает на каком-то душевном подъеме, он очень хочет с собой позаниматься, он покупает этот абонемент и дальше не ходит. Вот главная фишка спортзалов, что можно продать на год, а человек потом не ходит, деньги есть, человека нет, все. Отлично. И то же самое стали придумывать курсы. Зачем делать какой-то курс в плане того, что там есть
прописанные какие-то вот начало, там середина, конец, все вот это вот четко прописано, там методисты заморочились, все это придумали, взяли начинающего, провели его до определенного уровня, проверили знания, диплом, все пошло. Зачем? Когда можно каждому продавать индивидуально. И вот сегодня об этом речь. Я как раз попал на такие курсы индивидуальные, которые ты можешь купить и помесячно оплачивать, сколько тебе захочется. И эти курсы, они меня просто... Вот я открываю сайт, все бы ничего, все замечательно, конечно. Курсы это прекрасно, что человек может заплатить денег, узнать что-то новое. Но потом мы открываем сайт и видим, тут сразу пробегаются по основным болям людей, которые идут на курсы. Сразу прокачиваем до работы в крутой компании. Любого дизайнера за 3-4 месяца ты прокачаешь скиллы и упакуешь в портфолио так, чтобы за тебя дрались HR, а после сможешь взломать тестовую любой компании. Про взлом тестовый я сейчас и расскажу как раз. Это дизайн-качалка. Дальше. Персональная программа развития, а не общее обучение. То есть программы нет. Доступ к менторам на 5 месяцев. Сразу надо абонемент продавать на несколько месяцев, а то человек придет, ему не понравится, он уйдет. 3 личные сессии с ордирами из Сбера, Яндекса, Тинькова, Озона и других. Рост твоих навыков отображается в реальном времени в личном кабинете. Это так называемый паучок навыков. Это такая схема, есть центр, и от нее в разные стороны расходится график с твоими навыками. Она очень красивая, она в 3D, она поворачивается. Руководство этих курсов сделало ставку на паучка, что это привлечет им сразу всех учеников. Все будут довольны. То есть зачем думать об обучении, о каких-то конкретных программах, о том, чтобы видео более качественно снимать, самих уроков. Во-первых, как все это выглядит изнутри. У менторов, у тьюторов есть телеграм-канал, где они получают вопросы, и есть общий чат телеграм, где они все могут пообщаться. Нас было человек 200. Если изначальная идея курсов это о том, что внутренние сотрудники как-то могут в рабочее время, вместо того, чтобы бездельничать, потому что нет заказов, они могут помогать другим дизайнерам обучать, все это быстро развелось в то, что нужен объем, нужна масса, поэтому со всех сторон начали набирать новых людей, которые могут помогать менти. Менти это, собственно, те, кто приходит на эти курсы, покупает их. Чат на 200 человек, в нем есть внутренний менеджер с 3 помощниками, которые, как в попу ужаленные, круглосуточно бегают и пытаются всем рассунуть эти вопросы. Каких-то действительно технических, дизайнерских вопросов достаточно мало, и основной вопрос, который задают эти менти, которые пришли на курсы, которые хотят работать, научиться, получить высокооплачиваемую профессию, все, основной их вопрос. Мне прислали задачу, как ее сделать. Эти менти, они не ходят по крупным компаниям, по каким-то не получают серьезные сложные задания, которые реально можно как-то обсудить, как-то сделать. Приходят с типа дизайнерскими задачами, страждущие. Те, кто хотят устроиться, хватаются за любую возможность. Наверное, это и правильно, но они с этим приходят к ментору и просят ментора объяснить, в чем задача, что нужно сделать. А лучше, чтобы ментор сделал за самого этого менти. То есть фактически, постепенно такие курсы, такая дизайн-качалка, она превращается в то, что ученики ищут по всему интернету хоть какие-нибудь работы и потом приходят с ними к менторам не за обучением, не за тем, чтобы ментор там комментировал, рассказывал, как лучше, а чтобы ментор просто сделал эту задачу, отдал менти, чтобы менти мог устроиться на эту работу. Второй момент. Менторы, тьюторы, кто все эти люди, которые будут вас обучать? Естественно, что их костяк – это те, кто работает в студии, но нужно больше людей, нужно больше менторов. И оказалось, что им нужно платить. Сколько же платят ментору? Это такие смешные деньги, что даже никто особо не пишет. Ответил на вопрос, заработал баночку «Жигулей». Конечно, среди менторов есть какие-то опытные дизайнеры, альтруисты, которые хотят рассказывать, обучать. Есть какие-то люди из Озона, Сбера, но их мало, их очень мало. Основная часть менторов – это такие
неудавшиеся дизайнеры, которые тоже не могут никакую работу найти, и тут удаленно на фрилансе им предоставляется возможность отвечать на вопросы. И вот в таком деле, где все держится на альтруизме профессионалов, которые пришли, которые бы и бесплатно готовы были рассказывать, а тут им площадка, они помогают людям, не смотрят на деньги. Казалось бы, надо им предоставить какие-то условия, надо как-то ценить их, уважать. Но внутри все устроено по-другому. Первое, с чем я столкнулся, придя в этот общий чатик, с тем, что каждый день случайным образом бот там выбирает пидора дня. Вот так, ты заходишь, запускается бот, он ищет пидор дня такой-то. Я сначала не понял, думал, это, шутки, молодежно как-то. Потом я понял, что это общая такая концепция, чтобы менторы приходили как бы в такой кружок друзей, где вот какие-то оскорбления такие, вот такое веселье безудержное, безумные какие-то там смайлики, ха-ха-ха все время. И чтобы они не думали о деньгах в этот момент. Очень сложно, выбирая пидора дня, думать о деньгах. Еще там забавный момент, есть менеджер, у нее есть 2 телеграмма, один для учеников, другой для менторов. И значит, в телеграме для учеников, вот она сидит такая красивая, такие щечки, губки накрашены, все. А в телеграме для менторов она вот так вот. Вот такая. Она вот такая. Такая жабка. Может быть, это не специально, но это отражает общее отношение компании к менторам. И основной кризис настал в тот момент, когда курсы, о которых я сегодня рассказываю, они решили выкатить обновление. И помимо красоты, которую они там все навернули, у них основная фишка была, что ученик может выбрать ментора по фотографии. То есть самых симпатичных. Это, знаете, это как-то вообще оскорбительно. Бог с ним как бы. Но самое интересное, что никто из менторов не соглашался и не подписывал никакие документы, чтобы его фотографию использовали. То есть просто взяли фотографии менторов из социальных сетей и забабахали на лендинг. Многим было пофигу, но часть менторов не согласилась и говорит, уберите, мы же не соглашались, что наши фотографии будут на сайте, уберите, пожалуйста. Все, это тянулось, ребята, неделю. То есть каждый день они писали менторы, кто-то плакал, там у него проблемы на работе, кто-то просто не хочет. Пофиг. Организаторам курсов на менторов абсолютно пофиг. Некогда ему, не к запуск. Зачем? Зачем вы об этом вообще думать? Какие там документы? Вообще дизайнер, когда работает над проектом, он должен очень внимательно относиться к материалам, которые он использует. Нельзя просто так зайти в Google, взять понравившуюся картинку, использовать там, напечатать баннер 6 на 3 метра. Нельзя. На все нужны права, у Shutterstock купить. Чтобы на Shutterstock загрузить, надо у модели письменное разрешение взять. То есть везде, все время вот эти вот документы подписываются, права дизайнера передаются. Тут просто взяли фотки огромного количества людей, самые красивые, забабахали на сайт и пофиг. И это наша фишка. Выберите среди этих менторов самого симпатичного, платите за 5 месяцев и учитесь у него. Как вам такое? Что мог, я с этим пытался сделать. В итоге эта ситуация продолжалась где-то, в общем, 2 недели. Первую неделю вообще не обращали на них внимания. Когда я стал писать, начали уже что-то обещать, что-то делаем, что-то переделываем, какие-то фотки убираем. И вот такое отношение к людям, которые пришли практически на голом энтузиазме помогать начинающим дизайнерам, оно меня просто выбесило, меня просто разорвало. Как так? Просят убрать, убери ты. Меня просто разорвало. И в итоге оказалось, что это не первый раз. Почему-то руководство назвало эти вопросы от менторов бунтом. Оказалось, он уже не первый раз происходит. И в компании на курсах происходит отрицательный отбор. То есть буквально несколько ключевых людей, которые дизайнеров, директоров остаются, остальные все меняются. Остаются те, у кого выбора нет, у кого там сложные жизненные ситуации, которым просто некуда деваться. Вот вы хотите, приходите вы на сайт, и вам написано, что вас будет обучать человек, которому некуда деваться, поэтому он за копейки работает ментором. Мне кажется, это не сработало бы. Мне кажется, никто бы не пришел. Всем нужно арт-директора Сбера, Озона, Яндекса, а к таким никто не пойдет. Это главный секрет курсов, качалки,
где ты за несколько месяцев можешь прокачаться и получить работу. 5 месяцев прокачки и поддержки и там помельче для трудоустройства на работу мечты. Заплати 62 тысячи единоразово и работай с менторами, которым некуда деваться, которые себя никак не нашли и поэтому работают за копейки на этих курсах. Как вам такое предложение? Я бы не пошел. Подытожим. Есть ли вообще место курсам? Стоит ли на них идти, не стоит? Все время вот это меня спрашивают в комментариях. А такие ты видел, а сякие ты видел? Если, допустим, человек хочет стать дизайнером, и ему, немного не хватает мотивации, он не знает, что где искать, он вообще этой темы никак не касался, даже, не понимает, что загуглить, с чего начать, тогда курсы могут ему помочь раскачаться. Но, к сожалению, на эти курсы приходят в основном люди, которые поверили обещаниям, что они прям трудоустроятся, что они за 5 месяцев прокачаются. При этом они внутри сами морально не готовы что-то активно делать. И естественно, вот тоже интересный момент, что когда ученик присылает свою работу, ментор смотрит, может прокомментировать. Там раз, два, дальше ученик просто исчезает. Лень ему делать, допустим. Что ментор делает в такой ситуации? Окей, хорошо, работа сдана, как бы там. Ты прошел дальше, зачет тебе. Вот это вот все. Естественно, потому что ученик платит деньги. Какие специалисты в итоге выходят? Которые могут только прислать, сказать, у меня есть какое-то задание, я ничего не понял. Ты мне расскажи, а лучше сделай за меня. Поэтому идти ли на курсы, решать только вам. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, и мы увидимся совсем скоро. Всем пока!